Я приветствую всех трейдеров, с вами Аркадий Романович. Немного технического анализа по валютной паре евро-доллар. Просматривал графики на будущую неделю и заметил, что евро в консолидации, и, возможно, вам это будет интересно. А если вы хотите укрепить свою веру в то, что вы можете зарабатывать деньги, в первую очередь зарегистрируйтесь в мой телеграм-канал. Ссылка будет под этим видео. Я написал несколько статей, на мой взгляд, очень интересные и достойные того, чтобы вы их прочитали, на тему эмоциональности в трейдинге и как вам стать более устойчивым эмоционально и что для этого нужно, на что нужно обратить внимание, куда направить свой фокус, чтобы ваш трейдинг был стабильным и прибыльным. Поэтому обязательно прочитайте и сразу старайтесь все это дело воплощать в реальном времени. Начнем наш анализ с дневного графика. Первое, что я постоянно говорю, и, наверное, вы это слышали неоднократно, что я вижу. Что я вижу. Что я вижу означает взять инструмент, который рисует зигзаг, или самостоятельно вот так нарисовать. И будет ответ на вопрос, что я вижу. Я вижу структуру, где рынок какой? Преимущественно бычий. Я вижу структуру, где этот бычий рынок пока остановился у ключевого сопротивления 1.06 ровно. И я понимаю, какие у меня могут быть сценарии. Первый сценарий, самый явный и очевидный, это играть на sell в этой зоне. Почему на sell? Потому что рынок не смог обновить предыдущий максимум. Да или нет? Да, абсолютно. Если рынок не смог обновить предыдущий максимум и его протестировал, то я рассматриваю, например, sell-сигналы. Если я не торгую против тренда, то я жду либо обновления вот этого максимума предыдущего, либо обновления минимума подтверждения силы продавцов. Таким образом, каждое ваше действие имеет логику и последовательность. Если то, трейдеры, это настолько примитивно, настолько часто я про это говорю, но настолько важно. Если то, вы ставите конкретные условия. И сейчас в данной ситуации, глядя на график евро, кем я могу быть? Только продавцом. Я не могу покупать до тех пор, пока этот уровень не пробили. Имеется в виду вот здесь. Почему? Потому что мы находимся под ключевым уровнем. Это абсолютный максимум последнего времени. Когда такой максимум последний раз был? Смотрим налево. И он был сформирован, этот максимум, 5 декабря. Потом через несколько дней рынок пришел и протестировал этот максимум, но не смог его обновить. Насколько логично здесь торговать на sell? Насколько логично торговать на buy? То есть кто я? Ключевая идея по конкретному инструменту. Я не рекомендую вам иметь 2, 3, 4 ключевые идеи по конкретному рынку, скажем, в единицу времени. Вот, например, на понедельник, завтра понедельник, какая ключевая, или на вторник, на ближайший день-два, какая ключевая ваша идея по такому-то инструменту, скажем, по евро? И желательно, чтобы она была одна ключевая идея. Если у вас много ключевых, и так может сделать рынок, и так может сделать, и так, в принципе, ну и так возможно. Скорее всего, просто на рынке ничего нет и непонятно. Но вы ищете возможность торговать. То есть постарайтесь привести свой трейдинг или свой анализ к одному ключевому, наиболее вероятному решению. Это не значит, что оно всегда будет верно. Но если оно будет верно, вы, во-первых, получите уверенность для дальнейшего исполнения сигналов в направлении этой идеи. Понимаете? Поэтому не торопитесь открывать позиции, не торопитесь торговать по сигналу. Оцените контекст, ситуацию, в которой вы находитесь с точки зрения структуры, с точки зрения техники, логики. Не надо предсказывать, если он сейчас пробьет, он может пойти вверх, кажется, у нас бычий рынок формируется. На текущий момент тест уровня. Никакого пробоя уровня нет. Поэтому если я продавец, а в данной ситуации я могу быть только продавцом, то как я могу войти? И для этого существуют другие таймфреймы. То есть мы смотрим на daily, и затем переходим на более младший, например, часовой либо 4-часовой график. Если мы не торгуем против тренда, мы ждем, когда рынок впервые за очень долгое время, посмотрите, когда в последний раз обновлялись минимумы по евро. Последний раз они обновлялись вот здесь.
Больше ни одного обновления минимум не было. Были, да, ретесты, но ни разу мы не обновляли минимум. Угу. И сколько у нас уже движений было вверх? Новый максимум раз, коррекция, новый максимум 2, коррекция. Ретест, новый максимум 3. Рынок уже сделал 3 новых максимума. Угу. То есть структурно рынок бычий, сомнений нет. Но рынки выглядят экстремально восходящими на самых макушках и экстремально нисходящими на самых низах. Если я продавец, я перехожу на часовой, например, график и начинаю искать для себя возможности для открытия сделок. Мы видим, что первый сигнал на sell уже был, и некоторые наши трейдеры, торгующие на часовых графиках, уже его приняли с минимальным риском. Одно из преимуществ торговли от уровня, несмотря на то, что она не приносит сумасшедшие профиты, как, например, торговля на пробой, но она очень стабильна, и она подходит для большинства трейдеров. Мы видим, рынок зашел в зону теста уровня, сигнал на sell, и мы можем входить с достаточно короткими стопами и с хорошим соотношением ставить наш take profit, например, take profit к стопу 2 к 1 или может быть даже 3 к 1, в зависимости от того, да, где будет расположен наш сигнал и наш стоп-лосс. Первый сигнал здесь, но если я этого не видел или у меня нет этих сигналов, и, скажем, вот я сейчас смотрю на график, какие варианты могут быть? Ведь ваша ключевая задача торговать только в зонах ценности. И что значит зона ценности для торговли на отбой? Это уровень. Где ближайшая зона, где рынок реагировал? Здесь, нигде более. Следовательно, вы только здесь можете быть продавцом, если вы торгуете от уровней. Вы можете продать здесь, например, вот где-то в этой зоне, если рынок будет снижаться, это не проблема, но тогда ваш стоп обязан уйти вот сюда. Есть ли разница между входом в этой зоне, где у нас ключевой уровень, и стопом за уровнем, да, или здесь? Есть ли разница? Она огромная. Вы не получаете никакой существенной выгоды с точки зрения логики, потому что ваш тейк должен быть где? На ретесте структуры. Почему? Потому что это предыдущая зона поддержки, здесь покупали. Неважно почему, это факт. 2 точки касания слева. Угу. Будьте непреклонны в своей логике, и она должна быть настолько, извините за тавтологию, логичной, настолько простой, что легко переваривается и усваивается, когда вы это сами себе проговариваете. То есть у вас не возникает внутренних противоречий. Это уровень, да, я его вижу, да. Здесь были 3 точки касания, да. Если рынок придет сюда и будет сигнал, буду ли я входить в рынок, да или нет, все, точка. Где мои стопы, где мои тейки и так далее. Угу. Дальше, если я здесь не продал, скажем, вот мой сигнал на sell, и если вы хотите мои сигналы получить, то обязательно пользуйтесь большим предложением, которое я для вас подготовил к Новому году. Если, конечно, вам это интересно, тоже ссылка будет под этим видео. Скажем, у вас на текущий момент, в данную минуту нет этого сигнала, или не было его, неважно. Что делать дальше? Если рынок протестировал сигнал sell, если рынок попер вниз, например, до сюда, до этой зоны, до этой структуры, что я могу делать? Например, тест уровня, сигнал и купить здесь. Да? Но, как я сказал, должна быть у трейдера ключевая идея. И если ключевая идея, например, на ближайший день, 2, 3, а может быть на неделю sell, то лучше ее и придерживаться до тех пор, пока что-то кардинально не изменилось. Угу. Какая ключевая идея по евро? Sell. И, например, на эту неделю мой план предполагает sell. Да? Еще раз, я евро не торгую, но я вам рассказываю абсолютно тот самый процесс, который достаточно долгое время для меня работает, которому я обучаю всех своих студентов. И я это делаю внутри дня преимущественно, но все то же самое на старших графиках. То есть ключевая идея трейдера. Сколько раз я это повторил? Наверное, уже очень много. Но если вы это запомните, зафиксируйте, еще раз, ваше внимание будет настолько сосредоточено, ваши глаза будут настолько открыты. И не будет такого, что мне непонятно, что делать. У меня там и я думаю, что так будет, а может быть так будет, а может быть так будет. Мне надо поучиться, мне надо почитать книжки и так далее. Практика, сразу к практике. Основы базовые. Кому интересно, обязательно ставьте лайк, трейдеры. Тогда я буду понимать, что именно такого рода видео вам нравится. Следовательно, их будет больше. Так вот, если моя ключевая идея sell, то вот здесь я не рассматриваю buy. Потому что я не хочу торговать, чтобы торговать.
Понимаете? Я хочу торговать, чтобы стать хорошим трейдером. Угу. Откуда приходит ключевая идея? С общей картинки. Бесспорно, локально здесь могут быть разные телодвижения. Рынок взлетит, рынок отскочит, рынок взлетит, рынок отскочит туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. И вы здесь можете какие-то локальные прибыли делать, там скальпы, скрабировать рынок. Но это не принесет вам существенных профитов, это, скорее всего, вымотает вас эмоционально и, может быть, даже финансово, когда вы совершаете много сделок, и среди этих сделок качество будет довольно низким. Так вот, ключевая идея, если здесь будет ретест, sell сигнал, если я уже в продаже, я жду ретеста вот этой зоны поддержки, дневной график, зона поддержки 1.04500, и затем, если эту зону пробивают, зону поддержки, первый сигнал на sell я продаю до куда? До следующей зоны, например, 1.04, скажем, 1.03500, да, следующая зона поддержки, здесь даже может быть чуть выше, в районе 1.04. Я сказал 1.03500, 1.04, следующая зона интереса. И еще важные круглые значения. Мы видим здесь сопротивление 1.06, потом 1.05, следом 1.04 и так далее. 1.03. Вот и все. И тогда вам будет понятно, как действовать. Тогда ваш фокус, ваше внимание будет сконцентрировано на более локальной ситуации, а не на всех подряд, что и так может быть и такой сценарий. Вы же не аналитик. Вам надо сформировать ключевую идею, основанную на чем-то. На чем основана идея на sell? Почему sell? Потому что здесь предыдущая структура. До тех пор, пока эта структура жива, я продавец. Угу. В общем, трейдеры, надеюсь, это видео было настолько простым, насколько возможно. Оно вам понравилось. Если так, ставьте лайк. Если хотите, в первую очередь, развить дисциплинированный и терпеливый ум, сначала прочитайте статьи в Telegram, а потом подключайтесь к нашему профессиональному сообществу, потому что сейчас, на мой взгляд, одна из лучших возможностей, чтобы впитать в себя все необходимое, все самые полезные и самые эффективные знания, чтобы делать профиты в будущем году. Ссылки под этим видео и до встречи онлайн. Пока.